Когда этот пес наслаждался спокойным заплывом в реке, что-то внезапно выскочило из воды, запрыгнуло ему на спину и не отпускало, пока они не добрались до берега. И вы не поверите, кто это был. «Не уплывай слишком далеко!» — крикнула Лорен своему псу по кличке Уолли, когда тот начал отплывать все дальше. Хотя обычно он был очень милым псом, стоило ему оказаться в воде, как Уолли начинал вести себя так, будто не слышит ни слова. Он проигнорировал свою хозяйку и продолжал плавать кругами, выискивая палки или любые интересные предметы, плавающие на поверхности реки. Его владелица наблюдала за ним любящим взглядом, посмеиваясь над его игривым поведением. Лорен Рассел привезла своего пса в его любимое место — озеро Хикори-Хиллз в штате Массачусетс. На нем был надет спасательный жилет, и он радостно плескался в воде часами, пока Лорен не крикнула, что пора собираться домой. Уолли, наконец, отреагировал и начал плыть обратно к берегу, хотя делал это медленно и с явной неохотой. Как раз в тот момент, когда он приближался к краю озера, Лорен заметила нечто странное, показавшееся из воды. Оно взобралось на спину Уолли и крепко держалось, пока пес продолжал грести к берегу. Сначала Лорен не могла понять, что это такое, но очень надеялась, что это не что-то опасное. Она не сводила глаз со своей собаки, сохраняя тишину, чтобы не спугнуть нежданного попутчика. Только когда Уолли подошел совсем близко, она, наконец, увидела, кто вцепился в его спину. Что смутило ее еще больше, так это то, что Уолли, казалось, вообще не замечал ничего необычного. Но, с другой стороны, это было вполне в его духе. Уолли никогда не обращал внимания на то, какой сегодня день или сколько сейчас времени. Когда он хотел поплавать, ничто не могло его остановить. Он мог даже игнорировать еду, какой бы заманчивой ее ни делала Лорен, лишь бы остаться в воде. Он был единственной собакой из всех, кого она знала, кто приходил в восторг от самой идеи принять ванну, хотя его первый опыт пребывания в воде был пугающим для них обоих. Лорен усыновила Уолли, когда он был совсем крошечным щенком. В приюте его нашли одного на улице без каких-либо признаков его матери. Это случилось как раз в то время, когда Лорен решила впервые стать волонтером в местном приюте для животных. Она оказалась там именно тогда, когда щенка привезли за помощью. Увидев, как этот маленький пес отчаянно борется за жизнь, она была глубоко тронута. Хотя изначально она планировала помочь приюту лишь один раз, она ослась, чтобы помогать ему, и наблюдала за его исцелением, окружая его нежной заботой и обучением. Со временем слабый и пугливый щенок превратился в счастливого и энергичного пса. У Лорен никогда раньше не было домашних животных, но когда приют решил выставить щенка на усыновление, она сразу же подала заявку и попросила забрать его себе. Сотрудники заметили, как много заботы и внимания она уделяла маленькой собаке во время его восстановления. Поскольку она была вовлечена в процесс с самого начала, щенок уже знал ее, что сделало ее идеальным кандидатом. Приют согласился, и Лорен позволили забрать его домой. Будучи лабрадором, Уолли был полон энергии, и Лорен обожала брать его в парк, чтобы он мог познакомиться с другими собаками и завести новых друзей. Он также очень преданно охранял ее и часто вставал между ней и любым человеком, которому не доверял.
Лорен часто смеялась над его защитными инстинктами и ценила то, как сильно он о ней заботится. Но она не понимала по-настоящему, насколько глубоко Уолли привязан к ней, до того дня, когда он рискнул ради нее жизнью. Одним солнечным днем она плавала в бассейне на заднем дворе и пригласила нескольких друзей на ланч. Лорен всегда была отличным пловцом, и хотя это было дорогостоящим приобретением, она была очень благодарна за то, что у нее дома есть бассейн. Уолли оставили внутри дома, где он мирно спал, пока Лорен тихо дрейфовала на поверхности воды. Она лежала лицом вниз, наслаждаясь тишиной, как вдруг услышала громкий лай, приближающийся к ней. Она быстро подняла голову и как раз успела увидеть, как Уолли прыгает в бассейн. Это был его первый в жизни прыжок в воду, и он изо всех сил старался доплыть до нее. Обеспокоенная Лорен осторожно подхватила его и извинилась за то, что напугала его. Реакция Уолли ясно показала его желание защитить ее. Он подумал, что она может быть в опасности. Лорен вышла из бассейна с ним на руках и тщательно вытерла его, прежде чем вернуться к друзьям. На следующий день, когда она вернулась к бассейну, чтобы снова поплавать, она увидела Уолли, который с любопытством стоял у края, глядя на воду. Он выглядел заинтересованным, но неуверенным. Улыбаясь, Лорен подняла его и осторожно опустила в бассейн, а затем залезла сама. Уолли двигался в воде осторожно, и через несколько минут Лорен пришлось вытащить его. Он уже устал и не мог продолжать. Тем не менее, было очевидно, что ему очень понравилось быть полностью окруженным водой. С тех пор каждый раз, когда Лорен заходила в бассейн, Уолли прыгал следом, радостно лая и плавая вокруг. Даже когда ее не было рядом, она могла выйти на улицу и обнаружить его весело плавающим в одиночку. Хотя она была не против растущей любви Уолли к бассейну, Лорен начала беспокоиться о его привычке прыгать на глубину, когда ее нет поблизости. Оставлять собаку без присмотра во время купания могло быть опасным, и она слышала слишком много историй о несчастных случаях с питомцами, оставленными в воде одних. Она не хотела, чтобы Уолли оказался в такой ситуации. Чтобы обезопасить его, Лорен установила небольшой забор между газоном и зоной бассейна, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы Уолли не нырял туда, когда ему вздумается. Забор не был очень прочным. Его собрали на скорую руку, просто чтобы преградить ему путь, но она решила, что на время этого хватит. В следующий раз, когда Уолли выбежал поплавать, он резко остановился, увидев забор. Он выглядел растерянным. Затем начал ходить вдоль него, ища способ обойти препятствие. Лорен была довольна. Казалось, ее план сработал. Чего она не знала, так это того, что у Уолли был свой собственный план. Он потрусил к дальнему концу забора, где тот примыкал к сараю. Каким-то образом он понял, что это самое слабое место. Щенок подсунул нос под низ, подтолкнул сетку настолько, чтобы освободить место, а затем просунул все свое тело. Лорен бросилась останавливать его, но было поздно. Мгновение спустя она услышала всплеск, а за ним последовал радостный лай очень довольного собой Уолли. Поскольку забор не сработал,
Лорен решила отвезти его к тренеру, чтобы убедиться, что он будет в безопасности, если когда-нибудь окажется в воде один. Она также потратилась на защитное снаряжение, такое как спасательный жилет, и стала организовывать его заплывы так, чтобы всегда быть рядом и присматривать за ним. По мере того, как Уолли рос, он стал великолепным пловцом, что приводило в восторг Лорен, которая любила воду не меньше. Они вдвоем начали вместе исследовать реки и озера к великой радости Уолли. Каждый раз, когда он видел воду, он был готов нырнуть в нее и оставаться там как можно дольше. Лорен любила видеть его таким счастливым. Она знала, что лабрадоров от природы тянет к воде, и гордилась тем, как он принимает эту часть себя. Но навыки плавания Уолли были не просто милой чертой, они оказались невероятно полезными, особенно когда Лорен меньше всего этого ожидала. Одним днем, во время поездки на одно из их привычных мест для купания, Лорен решила остаться на берегу, пока Уолли играл в воде. Внезапно он начал громко лаять и поплыл дальше от берега. Лорен звала его, пытаясь остановить, но в глубине души она уже знала, если Уолли что-то задумал, его не повернуть назад. Все, что она могла делать, это надеяться, что он не плывет навстречу опасности. Уолли слегка окунул голову в воду, а затем начал плыть обратно к берегу. В зубах у него был маленький олененок, и, что удивительно, животное не сопротивлялось и не пыталось убежать. Это был первый раз, когда Уолли нес другое существо во время плавания, и ему было тяжело добираться до земли. Не колеблясь, Лорен зашла в воду и ласково убедила Уолли позволить ей забрать животное. Вместе они вернулись на сушу. Лорен осторожно положила олененка на землю, пока Уолли стоял рядом, подталкивая его неподвижное тело носом. Когда олененок не отреагировал, Уолли начал нежно вылизывать его и тихо скулить, будто умоляя его проснуться. Лорен видела, что олененок все еще жив, но едва-едва. Его дыхание было слабым и поверхностным. К счастью, у Лорен был знакомый ветеринар. Когда она позвонила и объяснила ситуацию, он предложил приехать сам. Но до того, как ветеринар успел прибыть, олененок внезапно проснулся. Напуганный, он бросился к воде и попытался уплыть. К сожалению, он был слишком слаб и начал тонуть. Прежде чем Лорен успела отреагировать, Уолли снова бросился в воду и осторожно схватил олененка. Вместе с Лорен они вытащили его обратно, на этот раз удерживая крепче. Когда приехал ветеринар, он подтвердил, что олененок слишком слаб и, вероятно, потерял мать. Также у него были травмы, включая повреждение глаза. Ветеринар отвез его в Центр спасения животных, чтобы вылечить и позже вернуть в дикую природу. Уолли нежно попрощался с ним, в очередной раз доказав свое безграничное сострадание. Возвращаясь к случаю с пассажиром, пока Уолли плыл к берегу в тот день, животное на его спине сидело смирно. Сначала Лорен подумала, что это выдра, но вблизи поняла, что это лесной сурок. Уолли лишь мельком взглянул на него через плечо и продолжил путь, как ни в чем не бывало. Лесные сурки обычно пугливы и избегают людей, но этот, похоже, доверился доброму лабрадору. Возможно, он просто устал и решил охладиться в воде,
а Уолли стал для него надежным плотом. Уолли вообще обожал заводить друзей, особенно он любил детей. Было мало существ, с которыми он не мог бы поладить. И Сурок, видимо, это почувствовал. Когда до берега оставалось пара метров, Сурок соскользнул в воду, проплыл рядом с Уолли до самой земли, и на твердой почве они на мгновение коснулись друг друга носами. После этого Сурок скрылся в лесу. Лорен угостила Уолли лакомствами, и он был готов прыгать в воду снова. Но для хозяйки на один день приключений хватило. Она сделала несколько фото и выложила их в сеть. История мгновенно стала вирусной, собрав 1000 лайков. Люди восхищались добротой Уолли и даже предлагали сделать его профессиональным спасателем. Лорен лишь смеялась. Она знала, что он и так спасет любого, кто попадет в беду, просто потому, что у него золотое сердце. По сей день Уолли все так же любит плавать и продолжает дарить улыбки всем вокруг. Какая невероятная история! Как вы думаете, почему Сурок выбрал именно Уолли? И как бы вы поступили на месте Лорен? Поделитесь мыслями в комментариях.